Сова. 19 апреля в Перми начинает работу глобальная арт-выставка «Понаехали». Будут ли там выставлены ваши работы? Нет, я отказался пока что. Просто готовлю серьезные работы. Для персональной выставки в Москве я сообщу о датах. Но в следующем проекте Сергея Козука я обязательно приму участие. Надеюсь на это. Просто вот сейчас пропускаю, поскольку занят проектами. Фарид Кунафин. Мне просто самому интересно, что с моими глазами. Я вот вижу, что на портрете у нее один глаз не на месте. И с этим ничего не могу поделать. И это меня мучает. Мне это важно для дальнейших моих работ, портретов. Да что ж вы так мучаетесь, Фарид? Делайте глаза на месте в своих работах. И дайте мне возможность ставить глаза там, где я их вижу, где чувствую. Это мое творчество тут. Просто не привязывайтесь к этому. Делайте абсолютно точный рисунок на месте. Речь идет о портрете Алины, который я написал. Класс закончился в Ереване. И после класса я попросил ее попозировать и с удовольствием поработал и сделал вот этот портрет. Гуля, об этой же работе, об этом портрете. Что я тут вижу? Я недопонимаю, как сделать такую матовость. Как писать вот так рвано и как этого достичь. Второй вопрос стоит сейчас передо мной остро. То есть как этого достичь. Работать нужно просто довольно-таки серьезно и долго над портретами. Прежде всего над рисунком, над лепкой формы. А когда речь идет о живописи, там такие тонкие нюансы перехода цвета. И главное же, нужно держать тональные отношения вот этих едва уловимых изменений формы. Например, от такой до такой. Чуть-чуть же изменяется цвет. Поэтому просто вопрос практики. Делайте раз со и получится просто, как говорится. Что касается матовости, я 100 раз говорил, что пишу на тянущем грунте. Водоэмульсионкой прокрываю. Еще раз грунтованный холст покрываю водоэмульсионкой. Дулукс я использую краску. Матовую или суперматовую. Так что попробуйте разную, она по-разному тянет. В общем, это мел и ПВА. И будет эффект такой тянущий, матовый будет в живописи. Цвет будет работать очень сильно. Без всяких бликований. С любой точки можно будет смотреть работу, она просто не бликует. Не так давно я смотрел «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Конечно, она покрыта лаком. Смотреть невозможно, потому что нет точки, где бы, я не знаю, надо все время бегать вокруг картины, вот так, чтобы то один участок посмотреть, который не бликует, потом другой участок посмотреть, еще на 5 метров, чтобы третий участок, это очень сложно. Тем более она повешена так, что бликует просто обязательно. Фронтально перед ней там какой-то дверь или окно, не помню, что-то прям несерьезная повеска такой работы. Друзья, вы не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Это очень важный момент. Вам будут приходить уведомления, вы не будете пропускать видео, мы будем двигаться вперед. Да, кстати, сейчас идет сумасшедшая акция. Неделю еще продлится. Все уроки в моей школе подешевели ровно в половину. Так что выбирайте, по анонсам смотрите. В конце концов, можно почитать отзывы. Там все написано, заходите на сайт смело. User PY. У меня мастихин вечно куда-то уезжает. Хочешь мазюкнуть маленькую деталь, и все выходит за края. И что? В этом же прелесть. Так пусть уходит за края. Вон, смотрю, бельишко на веревочке в ролике сохнет. И ровненько так. Даже рукавчики одним мазком. А у меня один мазок на весь горизонт. Горизонт написано. На весь горизонт. Или гарнизон, может. Может, мастихин большеват. Купите поменьше. Хотя нет, стандартный. Есть и большой. Так я же маленьким. И нет, маленькие детали не получаются. Может, рука дрожит после вчерашнего наезда, после вчерашнего праздника. Надо просто как-то второй рукой просто схватить и сделать этот маленький мазок. На самом деле уходит за края, не уходит. Это вообще даже стиль многих современных масштабных таких художников, когда
Но все не чертеж же, а вот специально уходит куда-то за края. Тем не менее, рисунок угадывается. Он не буквально вот прям прочитан, как по линеечке, но по этой самой, вот, которая, как называется, когда одежду шьют. Вот это вот лекало, вот, по лекалу прям, и точно так красочку. Нет, пусть она залезает туда, но эта вот лекальная линия все равно остается. Вы ее, ну, она намекается где-то, где-то исчезает, поскольку мазок залез куда-то там в сторону. Но форма читается. И это, конечно, ну, писк. Модно так. Не беспокойтесь. Пусть залезает. Даже это приветствуется. Многие настолько точно рисуют, что не могут себе позволить залезть за края. А у вас наоборот. Да, они хотят, но не могут. Не могут, не получается. А у вас само это получается. Это достижение. Ольга Афанасьева. А что такое инвентарный номер? Просто порядковый. Речь идет о ролике, где я учитываю свои работы небольшого формата. Но поскольку у меня, например, разный формат, там, условно говоря, малый формат, потом средний, я поставил буквочку А. То есть А 125. А там тра-та-та. А Б у меня уже средний формат, поэтому вот инвентарный у меня номер. Так проще, попробуйте. Как вам удобно, так и просто номер присваиваете своим этюдам, своим работам. Опять об этом же Владимир Быков. А в какую ситуацию вы попали? Ну, в такую, что у меня, например, заказывают работы, у меня их 1000, и вот как ее найти? Ну, это же нужно время, там, целый день тратить, чтобы найти одну работу среди 1000 небольшого формата. Поэтому я решил их систематизировать и присвоить вот инвентарный номер. И тогда у меня они разбиты как-то так по таким блокам, лежат от 1 до 50, я знаю. Ну, в общем, это уже дальше делают техники. То есть они у меня в компьютере размещены, название плюс номер, и я сразу могу легко найти работу, которую кто-то хочет купить. Татьяна Ф. Вячеслав, у вас есть своего рода предметный фонд, да, ну, натюрмортный фонд, коллекция красивых вещей для живописи, которые привозите из поездок. Ну, у меня уже достаточно много всяческих безделушек, вазочек, кувшинчиков. Я вот сейчас из Армении ничего не привез, потому что, ну, перегруз просто. Хотя на блохастый рынок студенты, ученики, коллеги ходили, а я не пошел, потому что меня опасно туда пускать. Мне самолета не хватит, чтобы все привезти. Красивые вещи в натюрморте важны, поэтому не скупитесь, покупайте их и ставьте их все время по-разному. Не надо много всяческих там вещей в один натюрморт пихать, и просто разнофактурных, с разной материальностью, блескучий, не блескучий, так, шарообразный, вертикальный, ну, не одинаково же все, да, вот все расставить так и писать, это очень интересно, в сочетании с фруктами каким, ну, это цвет, это волшебство. 100G, постоянно ловлю себя на том, что не могу вовремя остановиться и в какой-то момент начинаю портить то, что ранее написал. Так счистили, опять пишите. Как вовремя остановиться в процессе живописи и понять, что работа уже готова? Ну, кушаем мы, например, вчера праздник был, да, вот, ну, много еды, если. Ну, вы же не будете все вместе есть, все подряд, вот, все абсолютно, одно за другим. Я помню, в детстве читал книжку «Князь Серебряный». Там на 3 страницах описывается, как они ели, вот эти вот бояре. Там одно блюдо сменяло другое, и это без конца вообще длилось. Сколько же, ну, видимо, они были так больших возможностей, такие люди. Но если у вас 100G, есть такая задача, ну, что может быть проще останавливаться раньше? Ну, делайте, в конце концов, такие вот фотоснимки этапов работ. Вы сами увидите, где вы проехали эту остановку, станцию, заснули и проехали, и по кругу вот так вот, да, по Кольцевой в метро вы гоняете. Но есть много способов. Значит, вот то, что я сказал, делайте фото, чтобы потом, да, постфактум увидеть, счистите и уже, ну, просто будете по-другому относиться к этому. Второй способ, поставьте таймер, например, чтобы вы чувствовали
ход времени, его ритм. Ограниченное количество времени, которое себе вы задали, да, вас мобилизует работать быстро, активно. Активная живопись – это энергия в холсте. Зритель ее чувствует. Пассивная, так как тюк-тюк-тюк, это вот как один парень сказал: ну что ты все время тюкаешь? Опять ты тюкаешь. Художник сказал: ты тюкаешь опять. То есть тюк-тюк-тюк. Энергия другая, посыл другой в холст. Третий момент – просто оставляйте простые, пустые места в картине, которую вы пишете. Вот как бы вот подмалевок сделали, вот пусть оно настоится, этот коньяк. Не торопитесь его замазывать и там везде всякими насыщать деталями. Сосредоточьтесь на главном, во имя чего вы пишете эту работу. Главное отработайте, а вот это, вот не торопясь, отойдите, подумайте, чай попейте, подумайте. Вот где я еще буду нагружать? А может быть, я вообще оставлю и все? Вот это все, то, что не важно. Тогда то, что важно, будет работать сильнее. Нужно намеренно оставить неважное, откинуть его. И все. Сам факт осознавания этого будет вас останавливать от вот этих вот таких вот мелких шагов, деталировки, которая, может быть, не всегда нужна. А как понять, что работа готова, никто, кроме вас, это не поймет. И я часто смотрят, например, как я работаю, люди, да, и они говорят, что вот, жалко, что он пошел дальше, уже все было готово. Но я же сам решаю. Одна работа у меня совершенно вот рано я остановился, другая в средний момент, а третья работа я буду долго работать. Мне интересно и то, и другое, и третье попробовать. Потому что задача писать так, как Фешин говорил, чтобы каждая работа была написана по-новому. Если эта задача стоит, значит, делайте вот эту, выполняйте ее, эту задачу. Поставьте работы в ряд и посмотрите, как они вообще. Вот они по вот этой вот нагрузке, они повторяют одна другую, либо есть между ними, среди этих работ какие-то, которые раньше закончены, сильно раньше закончены. Те, которые с большей нагрузкой, те, которые совсем много всего нагрузки. Но пусть будет в картине свободное место, где глаз отдыхает. В каждой работе. Не ошибетесь. В конце ролика будет прямая ссылка на видео 502 «Не дышу, когда пишу». Предлагаю его вам посмотреть